what's up? Привет, меня зовут Дима, а это Нави. Мне 30 лет, а ей больше, чем вы подумали. Об этом я расскажу в конце видео и о том, как ей удается сохранить свою молодость. Вот, я из России, она из Филиппин. И в этой серии... и сейчас мы живем во Вьетнаме, город Дананг. И в этой серии я отвечу на самые популярные вопросы. И также немного о нас, о нашей семье, о ее семье, о моей семье. In English. Так что погнали. Ну и, конечно, ставьте лайк авансом. Ставьте прямо сейчас лайк авансом. Не, вы серьезно? Вы издеваетесь? Ставьте лайк. Мы не продолжим, пока не будет лайка. Все, отлично. Начали. Погнали! В общем, до 15 апреля введен карантин пока во Вьетнаме, и разрешено выходить только из дома с целью купить продуктов или лекарств, также держать дистанцию от других людей от 2 метров и не скапливаться в большом количестве, более 2 человек. Поэтому нам ничего не остается, кроме как записывать видео из дома. Будем как-то работать так. So scared. We're back! Tea. Многие спрашивают у нас в комментариях, типа, откуда бабки, почему вы постоянно развлекаетесь, почему вы не работаете, то и дело каждое видео развлечения какие-то, поездки, travel, вот. И некоторые даже пишут Дима бездельник, Дима лоботряс и тому подобное. Вот. И вот хочу ответить на этот вопрос, очень популярный. Во-первых, что я понял, вот бывает 2 типа людей как раз. Первый тип — это кто вот постоянно такой вот весь сидит, и постоянно вот всем все такие плохие, все бездельники, а я вот на завод хожу, работаю. И кто вот тоже новости постоянно негативные, постоянно читает, все в округе плохо, везде все негатив, политиков, правительство, все отстой. Все мои беды вот оттуда, из-за плохих новостей. Курс доллара по 80, это правительство плохое, там еще что-то. Страна бедная, все отстойно. А есть другой тип людей, которые познают все новое, изучают, и пока есть возможность, осваивают какую-то профессию, осваивают работу, которая им нравится, превращают свое хобби в любимую работу, которая еще будет оплачиваться. И я, конечно, не утверждаю, что именно здесь истина, и надо жить именно так, но это ваш выбор. Вот мой выбор второй — развиваться. Вот что я, собственно, делаю, я занимаюсь видеостоками. Я снимаю видео любые, которые я захочу, которые мне нравится снимать, и загружаю на зарубежные сайты, где они продаются. Вот. Также я начал вести блог, но на нем я пока ничегошеньки не заработал и не зарабатываю. На монетизации за все время, сколько я уже 8 или 9 месяцев снимаю, у меня там накопилось, возможно, $200, которые я так и не могу еще снять, потому что ко мне не приходит пин-код с подтверждением моего аккаунта в Россию на квартиру, где живет моя мама, чтобы она открыла это письмо, присылала мне код, но они не присылают, я уже второй высылаю. Вот, это все, что заработано на монетизации, вот $200. Вот. Поэтому, есть 2 типа людей, одни работают и ни на кого не жалуются, и просто делают то, что им нравится в итоге. Первый тип, он просто все ненавидит, и в округе, если человек снимает видео, снимает стоки или снимает блог, то он считает, что он не работает, он считает, что он просто бездельник. Вот. Хотя я бы здесь еще поспорил, кто будет здесь бездельник. Ну а подробно, что такое видеостоки, это вот здесь будет по ссылке или в описании. Видео называется «Как зарабатывать на видеостоках от $1000».
Следующий вопрос: когда в Россию и куда мы едем дальше? Теперь в нынешней ситуации на этот вопрос ответить становится еще сложнее. Мы хотели, да, посетить Россию в этом году и еще пару каких-нибудь азиатских стран, как Таиланд, например, или Индонезию, Бали. Вот, также съездить в Россию и, возможно, еще раз съездить на Филиппины, там, например, за визой. Ну, по-любому, Нави нужно, скорее всего, возвращаться туда. Вот, поэтому... Но пока здесь карантин, пока мы никуда не можем ездить, а нам по-любому хочется здесь еще покататься, поездить. И, возможно, мы еще продлимся здесь еще на 3 месяца. Ну, посмотрим, насколько будет долго эта ситуация происходить в мире. Вот. Также, ну, именно жить в России, в принципе, ну, вообще не хочется. А именно посетить, да, возможно, на месяц, повидаться там с друзьями в Москве, съездить к маме в город Астрахань на пару недель и дальше продолжить посещать какие-то еще страны, чтобы именно пожить там и найти в итоге место, где захочется остаться вообще навсегда. Вот. Ну, посмотрим, что будет дальше. Кстати говоря, о маме. Моя мама всю жизнь работала врачом, врач-терапевт. Ей сейчас 69 лет. А мой папа умер, когда мне было 17 лет, в возрасте 82 года. Да-да, когда я родился, ему было 64 года. Он участвовал еще в Великой Отечественной войне и является ветераном. Вот. Ну, сейчас мама на пенсии. Ну, и живет в городе Астрахань. Papa is a good videographer. Да, by the way. You didn't mention that. By the way, I да. got this talent from my papa. Мой папа работал, ну, был кинолюбителем и занимался с киносъемкой, фотографией, снимал свое авторское любительское кино художественное, снимал всякие документальные проекты, вот, и фотографии. Ну, и то есть у нас камеры, фотоаппараты, они всегда были в семье, как бы, то есть уже я был, в принципе, с этим как-то знаком. У меня даже есть объектив его Юпитер и Гелиос, который я с собой ношу. Такой он увесистый, но я его брал на Филиппины, взял сюда, у меня есть переходник на него, такой дальнофокусный, 200 миллиметров. Даже есть некоторые футажи, которые на него именно сняты. Не есть, а много. И снимаю уже, сколько я съемкой занимаюсь, 8 лет. 9 лет столько этим и пользуюсь Юпитером. Просели ли продажи на стоках? Да, к сожалению, кризис коснулся и нас, и меня. Но судя по группе видеостокеры, по опросу, у большинства людей остались средние продажи, как и были. У меня же они просели примерно на четверть по сравнению в среднем показателям и примерно наполовину в сравнении с февралем. Потому что февраль у меня был, очень даже ничего. Февраль на Шаттерстоке был лучшим за все время. Но, правда, другие стойки просели. Но в целом февраль был хороший. А март в итоге выдался, не очень прям. То есть четверть ниже среднего и половина от февраля. По поводу продажи, то, что у меня еще продается, да, у меня еще продаются ласты, и еще у меня отдаются бесплатно вот эти миленькие котятки от Мими. Вот. Так что пишите мне в WhatsApp, если хотите ласты или котят. Пишите мне в WhatsApp, потому что я уж сейчас ушел на месяц из социальных сетей и могу отвечать только в WhatsApp. Окей, далее. Почему уехали из Филиппин? Почему мы уехали из Филиппин? Прям подробное, просто кино я снял вот в этом видео. Смотрите, наслаждайтесь. Почему именно Вьетнам? Потому что, первое, это цены дешевые, даже ниже, чем на Филиппинах. Второе, это здесь комфорт, инфраструктура, все дела. Стройка, правда, в Дананге. Потому что это близко и в целом интересная и красивая страна и культура. Что насчет визы во Вьетнам и как вы планируете путешествовать дальше в связи с этим вирусом? Особенно сейчас. Обычная виза
Получается, в аэропорте, приготовив заранее документы, можно поставить визу максимум на 3 месяца. Месяц, 3 месяца, мультивиза или сингл-виза. Вот, делается она бесплатно. Нужно только пригласительное письмо оформить за несколько дней до вылета. Вот. А сейчас же страна закрыта, и города по отдельности закрыты. Мы вот недавно мы пытались поехать куда-нибудь за город, и нас не выпустили, везде все окружено полицией. Вот, поэтому выехать сейчас нельзя, и поэтому, сейчас у нас виза до 10 июня, поэтому нам, в принципе, ничего не остается, как ждать. Вот, если мы не успеем попутешествовать по Вьетнаму, то мы будем продлять визу. Продлять визу можно через агентство, это стоит намного дороже, чем вылететь в другую страну и вернуться. Вот. Обычно люди до кризиса, до коронавируса просто выезжали в соседнюю страну и возвращались обратно. И на это уходило на человека примерно около $100. Можно не покидать страну, продлеваться у специальных агентств, они находят свои там какие-то выходы, но это стоит уже $250-300. Это дороже, чем просто выехать в соседнюю страну и опять вернуться. Но если будет опять продолжаться эта болезнь, то нам ничего не остается, как пользоваться этими агентствами. Но, возможно, правительство сделает так, что не надо никуда ездить, а можно просто просрочить визу, как сейчас во многих странах, даже в Америке можно сейчас просто будет оставаться там, пока все не закончится. То есть, продлевается просто виза бесплатно. Так что, посмотрим, что будет. На Филиппинах в этом плане, конечно, попроще. На Филиппинах можно находиться внутри страны 3 года, не выезжая. Вот, и продлеваться каждый месяц, 2 или 6 месяцев. Разница менталитетов филиппинцев и вьетнамцев. И чем отличается климат Вьетнама, Филиппин, например, и от Черноморского. Так, менталитет, во-первых, менталитет. Не знаю, мы так особо с ними не общались. Вспомню, что я отвечал в Инстаграм. Во-первых, о внешнем виде хочу сказать, что филиппинцы и вьетнамцы внешне очень похожи. И вьетнамцы все время думают, что Нави вьетнамка тоже, и начинают с ней разговаривать на вьетнамском. Выглядят они, примерно, есть прям типичные выглядящие как вьетнамцы, которые вот только здесь, наверное, можно встретить. Так очень много людей, непонятно. Наверное, из-за того, что у всех тут индонезийские какие-то корни здесь, во Вьетнаме. Вот, еще на первый взгляд вьетнамцы показались какими-то хмурыми и неприветливыми. То есть не как на Филиппинах, все прям улыбаются во все зубы. Вот, здесь такого нет, по крайней мере, здесь немного туристическая локация, поэтому, возможно, из-за этого. Вот, но еще, я думаю, здесь из-за того, что языковой барьер, из-за того, что филиппинцы, в принципе, с тобой могут разговаривать на английском спокойно, и они не боятся, что ты к ним подойдешь, что-то спросишь, они не знают, а вьетнамцы все время тебя шугаются и вот так вот делают, я там не понимаю, не знаю, так вот все время такая реакция. А в принципе, когда начинаешь контактировать с ними, то они тоже очень улыбчивые и приветливые. То есть, в принципе, такие же, как филиппинцы. Может, просто на первый взгляд могут показаться немного другими. Также они не заводят петухов, здесь вообще я не слышу петухов. Правда, стройка. Вот. И здесь также поют караоке везде. Вот у нас рядом с домом тоже часто караоке. От караоке, так что мы не освободились. И сразу ощущается здесь, во Вьетнаме, другая религия, архитектура, другая история совершенно. Разрешен ли здесь во Вьетнаме дрон, въезд с дроном, и почему я купил дрон Mavic Mini? Небольшая дрон-тематика. Въезд с дроном, насколько мне известно, запрещен, и часто его изымают. Часто слышу такие истории, как дрон конфискуют и возвращают, когда ты уже едешь обратно. Но также я слышал, многие клали, наверное, маленький дрон в багаж, и его, в принципе, там сложно заметить. Вот. Просто не берите его вручную кладь, и, наверное, так и можно привезти. Я не провозил, я купил просто здесь. Купил дрон Mavic Mini. Почему Mavic Mini? Потому что хватает денег, собственно, в принципе, только на него. То есть это бюджетный вариант.
и для Ютуба сейчас, ну, нормально подходит. Вот, для стоков это уже не очень, потому что будут реджектить по шумам, скорее всего, по качеству. Вот, а так бы я, конечно, купил второй Mavic Pro, если бы было у меня $2000. Вот, ну, в следующий раз, возможно, и куплю его. Это уже хорошая камера для стоков. Вот. И по поводу разрешения на полеты, ну, как, скорее всего, как и везде, они нужны, и которые будет сложно довольно-таки получать. То есть я все время снимаю спонтанно, поэтому остается снимать только аккуратно, не снимать прям над большими скоплениями людей в центре города, там рядом с полицией, просто в тихорца, на природе или, в общем, чтобы особо не палиться. Привет, Дима, как у тебя продуктивность со стоковыми съемками в путешествии? Выше или ниже? И что больше там снимаешь? У видео снял или постановы? Анализируешь спрос или по интуиции? Ну и отразились ли стоковые съемки в путешествии на прибыль со стоков и в какую сторону? Да, мне показался этот вопрос интересный, особенно для стокеров. Так, ну продуктивность у меня на самом деле примерно такая же, чуть-чуть увеличилась из-за того, что я не занимаюсь коммерческими съемками, потому что в России я занимался и коммерческими съемками. Но также я начал вести свой YouTube, и поэтому, опять же, у меня силы YouTube забирает, в принципе, примерно такие же, как коммерческие съемки в Москве, поэтому примерно продуктивность на том же уровне. Насчет того, что стали ли продаваться лучше именно съемки из путешествия, ну вот вообще нет, к сожалению, нет. У меня до сих пор продаются съемки только то, что я снимал в Москве. Видимо, путь жить в Москве, снимать какие-то более постановочные вещи, более разнообразные, это, я думаю, лучше для стоков, чем снимать, наверное, только travel. Притом, нет, я не снимаю постановки. В путешествии я снимаю просто, что придется. Что вижу, то и снимаю, то есть что на уме. То есть я даже не изучаю никакие тренды, то есть у меня больше такой ленивый подход. Увидел, снял, там, не увидел, не снял. Что-то пришло в голову, снял, не пришло, не снял. В общем, ну так, довольно-таки пассивно. А в Москве ты можешь находить всякие разные съемки, там очень много просто разных людей, всяких вещей, заводов, там, не знаю, людей с разными хобби, которые ты можешь снимать, просто обсниматься, не переснимать. Ну, здесь это все как бы недоступно у тебя в путешествии, вот, и ты, скорее всего, в путешествии начинаешь повторяться просто за другими стокерами, которые контента уже навалом, там, девушка на пляже, девушка на море, пьет там коктейль, в общем, у тебя, наверное, не получается нормально что-то сделать более редкое, ценное и более разнообразное. Получается в основном вот это одно и то же. Съемки с дронов тоже получаются примерно одни и те же. А если ты живешь, наверное, в Москве и выполняешь всякие заказы, то ты можешь куда-то съездить и на Урал снять гору, и там в тайгу, и там в Антарктиду, я не знаю, из-за границы. Ну, больше возможностей для стоковой съемки, как по мне кажется. Можно студию какую-то арендовать, с кем-то договориться, там какую-то камеру взять туда-сюда, и, короче, прям все nice. Вот, и у меня практически ничего не продается, вот, как почти 2 года. Я 3 года снимаю для стоков, из них 2 года я практически в путешествиях, и за эти 2 года практически, ну, ни одного тренда точно нет. И файлы максимум по одному разу купили. А то, что я снимал в Москве, оно до сих пор, только это меня и кормит, в принципе. Так что стоит подумать, может, что-то поснимать в Москве надо, или что-то может с этим сделать. Вот и все на этом. Кстати, мой прошлый ответ-вопрос я снимал в прошлом году. Будет, опять же, по ссылке, а также по ссылке в описании. Вот, немного старое, но довольно-таки актуальное, и там очень много всякой информации. Вот, также, кстати, Нави на днях сделала видео о том, как мы познакомились. Там она задавала 30 вопросов, как мы познакомились, какие у нас были первые впечатления друг о друге. Вот, тоже добавлю ссылку в описании. Правда, это на английском. Подписывайтесь, ребята, на канал, ставьте свои лайки, пишите обязательно комментарии, которые я помечу сердечком, если комментарий будет хороший. Вот, я не смогу ответить всем, потому что сейчас на 30 дней отстраняюсь от социальных сетей и буду делать видео об этом подробно, кстати, чтобы не пропустить, поэтому подписывайтесь и нажимайте колокольчик обязательно.
А, подождите, я обещал рассказать секрет молодости Нави. Ей 28 лет, кстати говоря, а секрет ее молодости, ну, первое, это генетика, ну, повезло. Второе, отсутствие стресса. Третье, I'm stressed already. спорт. Stressed with my work here. Спорт, ваша любовь и моя, конечно. Так что, Я ем vegetables. ну, насчет семьи в следующее видео. Вот что ты ешь? Я ем vegetables. Овощи. 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 На. И ешьте больше овощей. Так что спасибо за просмотр. Я ем Пока-пока. Пока-пока. All I wanna do is find a way back into love. I have nice voice, no? I can't make it through without a way back into love. And if I open my heart again, I know that you'll be there for me.